Даже раненый воин должен отвечать на удар. Мы живы. Эй! Могу я хоть минутку погоревать о погибшем друге? Регала устроит резню, чтобы сместить Хикаро. Зениты поймали Бету и Гею. Нельзя сидеть тут и жалеть себя. Каталла прав. Надо сражаться. Ну ладно. И что будем делать, а? Перережем всех мятежников Регалы? А есть еще зениты. Как с ними сражаться? Биться лбом об их щиты? Ну, не совсем. Зо. Когда пропала связь с тобой, мы встретились и пошли в Близнецы. Что произошло? Запись с визора Варла оборвалась, когда тот Зенит Эрик... Зениты следили за Гефестом. Когда Гея заманила его в Близнецы, они поняли, где мы. Варл не смог остановить их. Они забрали Бету и Гея. Я выжила, потому что одна из зенитов предала остальных и спасла меня. Одна из них? Ну... Хотя бы тебя не потеряли. Что будем делать? Попытаемся напасть на зенитов. И вернуть Бету и Гею. Но сперва остановим Регалу. Как? В Близнецах Бета дала мне кое-что. Это поможет покончить с мятежом, но сперва мне надо подготовиться. Говорят, Регала готовит свою армию к наступлению на рощу. Я должен быть там. Знаю. Иди. Защищай Хикару. И поглядывай на небо. Сила десятых с тобой. Друзья, если кому-то надо подготовиться к битве, сейчас самое время. Готовьтесь. Уже скоро мы пойдем в атаку на зенитов. Будем готовы, Элой. Как закончишь дела, надо поговорить наедине. Найди меня у восточного выхода. Даже в самые темные времена ты то пламя, что озаряет наш путь. Скажи мне одну вещь. Я смогу начистить морды клятым зенитовским мерзам? Все сможем. Славно. Мне нужно обязательно поговорить с Зо. Похоже, дело важное. Ты же собиралась на войну с Тенакт. Решила сперва тебя повидать. За меня не волнуйся. Я прихожу в себя, как и все остальные. Можешь на меня рассчитывать. Я и не сомневалась. А, хорошо. Рад, что ты вернулась. Я тоже. Знаю, ты не любишь ждать, но придется тут еще поторчать. Делай, что считаешь нужным, но ты в порядке? Мы не только Варла потеряли, Бета у них. Я чуть ума не лишился, когда узнал, что мою сестру похитил Дервал. Я верну Бету. Остальное неважно. Согласен. Как справляется Зо? Горюет, как любой потерявший любимого человека. Но она держится лучше, чем держался бы я. И не дает нам раскиснуть. Нашел, с кем пить эль, что ты притащил? Зо его на дух не переносит. Предлагал Альве, но она просто не знает, что такое отдых. А как же Каталла? Да, этот вояка выпить не промах. Полбочонка мы с ним уговорили. И поболтали неплохо. Что у тебя с плечом? Болит чуток. Ну, не чуток. Что ты сделал? Боролся с Каталла на руках. Да, это не самая лучшая из идей.
Просто мне стало любопытно, на что способна эта его новая рука. Оказалось, на многое. Мне пора идти. Если не поспешишь, Каталла попытается в одиночку разбить армию Регала. И сделай одолжение. Не пропадай так больше, ладно? Я постараюсь. Все будет хорошо. Ты занята? Изучение данных отвлекает от событий в Близнецах. Варл, Бета, Гея. Их нет. И это только начало. Зениты хотят лишить будущего всех нас. Мы им не позволим. О, да. Если у тебя есть минутка, не могла бы ты кое с чем помочь мне? Ты говорила, что тебе нужна моя помощь. Да. Когда я просматривала данные из оранжереи, я нашла упоминание об одной древней системе из Великой Дельты. Называется Левиафан. Мое племя нашло ее десятки лет назад. Это целая сеть речных шлюзов и лабиринт подземных туннелей. В наследии сказано, что она помогала предтечам управлять паводками. Но у нас так ничего и не вышло. Она просто не работает. Но в данных из оранжереи сказано о научном центре, в котором создали Левиафана. Он в Сан-Франциско. Тоже комплекс Фаро? Нет. Левиафан был проектом Айлин Сасаки. Другой легенды. Ну, так сказано в наследии. Если мы найдем нужные данные, сможем починить эту систему в Великой Дельте. Каждый год моя сестра пугается, когда начинаются дожди. Но с Левиафаном они ей будут не страшны. Поняла. А где в Сан-Франциско стоит этот центр? В том-то и дело. В данных точное место не указано. Но один из искателей изучал руины в той области. Может, он знает. Ты пойдешь со мной? У меня есть предчувствие, что центр-то я найду. Но там меня могут встретить опасные машины. Конечно. Я сообщу, как буду в причале. Спасибо, Элой. Нашла что-нибудь? Кучу всего. Тут столько ценных знаний на годы изучения. Особенно меня занимает Одиссея. Мы знали, что легенды добирались до Луны. Вообще, мы даже думали, что они там поселились. Но Сириус — это же так далеко. А мы еще считали, что переплыть океан — это дальнее путешествие. Сколько одних расчетов для полета нужно. В голове не укладывается. В любом случае, Квен разбираются во всем этом намного лучше других племен. Мой народ считал звезды искорками от факела, которые богиня зажгла, чтобы провести нас сквозь ночь. Так ты познаешь местные племена? Да, изучаю их как могу. Самое удивительное пока это, конечно, Тенакт. Целая культура, основанная на голограммах в древнем музее. Они столь многое поняли неправильно, почти как Квен. И все же в них чувствуется столько благородства. Они честные и бесстрашные. И опасные.
Бета рассказывала о Тильде из зенитов. Это она меня спасла. А объяснила, зачем? Она знала Элизабет Собок. Похоже, для нее это был такой способ почтить ее память. Она много рассказывала о планах Сайленса и о других зенитах. Но ты все еще ей не веришь. В наших краях обычно чем ценнее знание, тем тяжелее твоя ноша. Лучше будь с ней осторожна, Элой. Ты в порядке? Все тяжело переживают потерю Варла. Я плохо его знала, но я понимаю, что он много значил для остальных. Зои и Эренду сейчас особенно нелегко. И я не знаю, что им нужно сказать. Только время залечит раны. А как же ты? Твои раны время вылечит? Я не знаю. Пытаюсь об этом не думать. Ты уже пообщалась с Зо? Да, немного, но я недавно слышала, как они с Варлом пели. Они меня не заметили. Зо была такой свободной в тот момент, как будто все ее чувства парили в той песне. И от этого она казалась счастливой. А я показалась себе такой скучной, нервной. Попроси Зо рассказать тебе об этом. О музыке Утару. Ладно. Похоже, все готовы вступить в бой с врагом. И катала больше всех. На месте Регалы я бы сторонилась его на поле боя. У Регаллы все еще есть ее машины. Думаю, ты с ними справишься. Таков мой план. Какие у вас новости? Катала показал мне чертеж новой руки. Я помню, что читала в наследии о таких, но никогда не думала, что увижу вживую. Такие технологии — это настоящее сокровище. Можно помочь стольким раненым солдатам и рабочим. Но наша императорская семья нашла бы им совсем другое применение. Личное. Старея заменяли бы части тела. Как зениты. Именно. Ты обещала объяснить, что произошло там в Фивах. Я слушаю. Да. Начну, пожалуй, с директора. Он императорских кровей, племянник императора. А потому он отправил искателей на поиски частей наследия, полезных для племени. И для него. Его интересовало все, что связано с Тедом Фаро, которого мы считаем величайшим из легенд. Тед Фаро – величайшая легенда. Звучит дико. Теперь я это понимаю. Так вот, искатели обнаружили, что Фаро проводил много времени в Сан-Франциско, как и большинство самых влиятельных легенд. Поэтому племянник убедил императора отправить экспедицию за океан, чтобы отыскать решение наших проблем. Если бы тайны великого города открылись перед нами, то мы, возможно, сумели бы укротить бури и наводнения, грозящие племени. Император приказал пустить все ресурсы на снаряжение этого похода. Построили дюжины кораблей. Отправили лучших разведчиков. Племянник императора стал директором, направляющим наследие во благо империи. Живым воплощением Теда Фаро, возродителя. Сейчас это звучит странно, но тогда мы все надеялись лишь на него. Верили, что он спасет нас всех. Мы не подозревали, что путь сюда будет таким опасным. Мне пора идти. Подготовься к выходу, ладно? Я тебя не подведу. Знаю. Как я и сказала, буду в причале, сообщу. Мы найдем твои данные. Спасибо тебе.
Сюда, Элой. Мы часто бывали тут. Ухаживали за садом. Иногда мне хотелось подышать. А иногда мы просто сидели тут на рассвете. Когда мы вернулись из Близнецов, я подумала, стоит похоронить его здесь. Он сможет смотреть на песню долины и дальше на священную землю Нора. Он был бы рад. Он часто вспоминал сестру, Валу. Говорил, что она собирала его любимые златоцветы и украшала ими копье. Мать говорила, что это пустое, но Валла была упрямицей. Да, и правда была. Было непросто. Но я нашла те цветы. Собрала их семена. Зелень зачахнет, корни сгниют, но семя упрямое вновь растет. Смерть рождает новую жизнь. Так заведено в природе. И у людей тоже. У меня будет ребенок. Я собиралась сказать ему после Близнецов, но смогу только привести сюда ребенка, полюбоваться рассветом в окружении цветов. Не успела ему сказать. Поблагодарить. За то, что спас мне жизнь, и за то, что верил в меня. Он все понимал. Прощай, Вару. Обещаю, я о них позабочусь. Я постараюсь вернуться сюда, как смогу. А пока надо пойти к терминалу и установить новые данные для перехвата на копье. Тогда я смогу поймать Светокрыла и устрою Регале большой сюрприз. Ой, чуть не забыл. Я полил твои растения. Данные установлены. Осталось найти Светокрыла. Кажется, их стая гнездится у вершины горы. Мне все кажется, что он вот-вот войдет. Ты сможешь управиться тут, пока я помогаю Хикару?
Конец войны Регалы. Поможет нам победить зенитов? Да, Тогда я прослежу, чтобы остальные были готовы. хорошо. Мне пора идти. Что бы ты там ни задумала с Регалой, главное, вернись к нам живой. Постараюсь. Так, нужно найти и приручить Светокрыла. Поднимусь на гору. Так, вижу Светокрылов наверху. Надо подкрасться без шума. Есть! Ого! Да! Я лечу! Я летаю! Ого! Голова кружится. Тильда, я в воздухе. Не забудь залететь за энергоячейкой древнего Титана Гора. Но сперва ты должна активировать его импульсом. Я выслала нужную программу. Чтобы запустить ее, перехвати управление машиной-передатчиком. Вы зовете их длинношеями. Тот, что посреди пустыни, отлично подойдет. Ясно.
Вот и длина шеи. Надо попасть к нему на голову. Попробую приземлиться. Есть. Так, Тильда, я подчинила длинношею. Отлично. Энергоячейки заряжены. Вытащи одну из гора. Ближайший к тебе Титан на северо-западе. Скинь ячейку на машину Регала и наслаждайся зрелищем. Спасибо за помощь. Помогаю, как и обещала. Ого! Придется к этому привыкать. А вот и энергоячейка. Не спинить Титана. Теперь пора проще. Похоже, импульс длинношеи активировал все энергоячейки поблизости. Я смогу собрать еще, если найду других городов. Они пригодятся и после победы над Регала. Ну что ж, приступим. Регала здесь. Хикара скоро умрет. Сдавайся, духовница. Надо бросать сейчас. Начнем!
Встань на колени, и я сделаю то, на что у тебя не хватило духа. Сломались! Машины! Сломались! Все разом! Что? Это невозможно. Регала! Хватит крови! Покончим с этим. 1 на 1. Легко говорить, когда ты на машине. Я хотела привлечь твое внимание. В бою мне ее помощь не нужна. Ладно. Я принимаю вызов. А когда покончу с тобой, я доделаю свое дело. Это мы еще посмотрим. Поединок начат. Никому не мешай. Тебя надо прикончить из жалости. Атакуй! Атакуй! Ладно, Слабые значит, должны пусть будет служить так. сильным. Ладно, значит, пусть будет... Так. Я надеялась сразиться с легендой, а ты всего лишь детская сказка. Ладно, значит, пусть... Будет так. Нора проливают моря слез, а не реки крови. Ты пришла играть или драться?
Дожди смоют вашу скверну с нашей земли. Твой клинок затупился. Твоя храбрость заржавела. Твои мышцы слабы. Тебе... Вот тебе! Сейчас все закончится. Да, точно. Я выше тебя! Сейчас ты умрешь! Можно идти дальше. Я срежу мясо с твоих костей, а что останется, повешу на дереве. Я вырежу свою историю на твоей коже! Слабая девчонка! Поздоровайся со смертью! Дерись! Дерись до конца! Вот это моя сила! Без снарядов ничего не выйдет. Иди сюда! Я оторву твою рыжую голову! Это поможет. И ты думала, что я буду тебе служить?
Скоро твоя кровь достанется мне! Я вырежу свою историю на твоей... Я дорву твою рыжую голову! Твое сердце бьется сильнее! И скоро он тебя поглотит! Иди сюда! Снова я стою на коленях перед трусами и лизоблюдами. Смелей! Убей меня! Закрой свой рот, предательница. Это ты прилетела на крыльях десятых. Ты победила ее по обычаю. Тебе решать ее судьбу. Я ее пожалел. Ничего хорошего не вышло. Она была моим лучшим шерифом. И кем стала? Она опасная еще как. Но это может мне пригодиться. Трусы! Что вы там еще решать удумали? Жить тебе или умереть? Твои преступления не будут прощены. Но впереди ждет битва с врагом, который куда опаснее, чем ты можешь представить. И мне нужны люди. Отряд, который готов пожертвовать всем. Оставь пощаду себе. Это не пощада. Битва, о которой я говорю, будет настоящим кошмаром. Смерть с клинком в руке. Хорошо. Моя кровь твоя. Твои враги мои. Встретимся в лагере. В горах у Песни долины. Ты отпустишь ее одну? Без вооруженной стражи? Она ей не нужна. Я приду туда. Даю слово. Я его принимаю. Вождь, вам обоим нужно взглянуть на это. В тронном зале. Он сдался нашим стражникам у рощи. Якобы у него срочное послание той, что одолела Регалу. Ну, говори. Оно для нее. От важного лица. Оставьте меня одну. Всем выйти. Уведите его к солдатам Регалы. Увидимся в лагере.
Ты спасла племя. Позволь помочь тебе в битве. Нет. Без Регалы ты, наконец, сможешь воплотить свои планы. Пора ими заняться. Тогда хотя бы прими это от меня. Броня для грядущей битвы. Она защитит тебя. Спасибо. Ты хоть понимаешь, что наделала? Я тоже рада видеть тебя, Сайленс. Поздравляю с победой. Ты спасла Тенакт на пару недель. К сожалению, этим ты приговорила целую планету. Нет. Для победы над зенитами мне не нужна армия. Ой, Лори. Ты что, так ничего и не узнала о нашем враге? Побольше тебя, затаившегося в своей норе. Просто придумала кое-что получше твоих планов. Говори. Нет, не здесь. Давай-ка, по-моему, лицом к лицу. И принеси разработанное оружие. И почему я должен согласиться? Потому что без меня тебе не одолеть Зенит. И не добыть копию Аполлона с их корабля. Увидимся в моем лагере. К западу от Песни долины. Пора покориться неизбежному, Сайленс, и пойти за той, кто знает, что делать. Не опаздывай. Тильда, ты тут? Готово. Сайленс клюнул. Увидимся в лагере. Впечатляет. Буду сразу, как Мятежники смогу. управляют машинами, да? Раз я летаю, смогу поискать что-нибудь полезное до возвращения. Я об этом не просил. Здесь Элой. Но представь, мы вместе на страже рощи. Может, даже увидим бои на арене. Ну что,